Всем привет, дорогие друзья, с вами тот самый Леха, и вы мне все пишете по поводу Skyline. Я знаю, что вы ждете полноценную серию, когда мы начнем уже им заниматься. Дело в том, что все это время мы его тестировали, катались по городу, даже ездили в Минск. Вы можете посмотреть прошлую серию, как мы сгоняли туда, и, честно сказать, Sky себя показал прям идеально. Но, как бы это грустно ни звучало, в этой серии нам придется его полностью разобрать для того, чтобы, приступить уже к видоизменениям и делать именно так, как это было в фильме. Вот у меня вопрос. На кой хрен сюда был вкручен вот такой, мать его, саморез? Вот скажите мне, пожалуйста. Я это отфоткаю и скину все предыдущему владельцу для того, чтобы просто уточнить. Кто ты? На бездорожье мы бездыханные. Окропи мою душу, залечи мои раны. Наплевав на преграды, разгромили все ограды. Обрубили мы канаты, нам не надо канонады. Я музыка тоску прогнал, окей. Тебя на луну забрал, let's play. И не бойся, что наврал, помни, я не он. We going to the moonlight. Everything is true, my baby. Fall in love and tonight it's a good night. Going to the moonlight. Everything is true, my baby. Fall in love and tonight it's a good night. We going to the moonlight. Everything is true, my baby. Fall in love and tonight it's a good night. We going to the moonlight. Everything is true, my baby. Fall in love and tonight it's a good night. После того, как мы разобрали салон, нам нужна была одна важная деталь, без которой мы не смогли бы сделать тот салон, который был у Пола Уокера. У кого есть GTR, который никогда никуда не ездит? У Мани. Поэтому мы отправляемся к ней. В общем, ребята, можете расстегивать ширинки. Мы приехали, наверное, один из самых крутых гаражей Санкт-Петербурга. Это гараж Дидикабы. Пошлите посмотрим. Собственно, это Маня. Она является ведущей канала Дидикабы. И чем ты еще занимаешься? Я менеджер команды. Всегда, да, есть вопрос. Чем занимается Маня? Я менеджер команды. То есть ты руководишь всеми поездками, машинами, да, транспортировкой и так далее. Работой гаража и всяческой другой фигней. Я понял. И совсем недавно, кстати, у Мани еще появился личный канал, где она снимает видосики. И есть там одна очень интересная рубрика «Кулинар». Мне она очень понравилась. Оу май! Ты вот, смотришь, я правда, да. Я читаю твои комментарии. Правда, вот крайняя серия так себе, то есть, видимо, рецепт был не такой хороший, но в целом мне понравилось. Ну, расскажи вообще вкратце, что тут у вас происходит. Я вижу две тачки, которые наделали шуму везде уже, все их знают. Да, это наши основные боевые машины, фланкеры на моторах серии LS. 3 модификации у нас. Желтая машина гоночная, боевая, основная, на моторе РХС 7,6 литров. Голубая машина у нас городская, там стоит LS7, и она, в общем, сейчас проходит процедуру сертификации для получения документов, что она может легально передвигаться по дорогам общественного пользования. Короче, чтобы Каба в магазин ездил спокойно. Ну, типа того. Я да, понял. в принципе. Я же сейчас тоже решил уйти в братство ЛС. Мне как-то надоели все эти JZ, турбированные моторы и так далее, поэтому я выбрал тоже ЛС. Посмотрим, как он покажет себя на соревнованиях. Это очень интересная и увлекательная штука постройка ЛС. Где там твой корвет? Это не мой. А, не твой? Вон. Ай, ну видишь, я вот... Я покажу, да, у нас просто много всяких машин, фланкеров у нас 3, еще есть третий, на котором Сергей Леонидович сейчас участвует в соревнованиях в Сочи Дрифт Челлендж, который он недавно немножко закраш-тестил от бетон. Я видел это легендарное видео, я такой просто, блядь, ну как? Мы приехали за одной из самых главных запчастей в GTR, это телевизор, который стоит. Ну, бля, я его называю телевизор, потому что другой функции для меня он как бы не несет. Мультифункциональный дисплей, хорошо. Именно. Стоит он денег очень много, поэтому мы решили, что сделать. Мы возьмем у Мани сейчас этот телек, его сделаем под левый руль, потому что у нас левый руль, и все будет работать круто. И когда у вас сроки реализации проекта?
Неделя, да, Никита? За неделю решили построить Sky из форсажа? Нет, это он приехал и сказал, давай сделаем за неделю. Ну Я да. ему сказал месяц получу. Ну, короче, мы собрали полностью машину за месяц, ну, именно техническую часть. А уже внешка у нас, я думаю, ну, может быть, к марту. Пойдем откручивать монитор. Пошли, да. ГТР в разбор, то, что мы любим. Мне нужна вот эта панелька для того, чтобы мы ее отрисовали и сделали под левый руль. Панелька вот эта вот? Ага. То есть мне сам телек не нужен? О, как легко. У нас просто все разобрано, потому что мы недавно все как раз меняли мониторы. Супер. Так, а что у вас по проектам, так вкратце? Эта лампа, по-моему, она... Это лампа 1000-сильная в тюнинге от Fantasy Performance, купленная в Америке. Там Так. вот Мустанг вот на майбаховском моторе. А вот под серым чехлом накрытая 200, 280Z. А, я видел, он же там что-то каба, да, У нас купил их теперь себе. две. У нас есть серая и синяя. Короче, вы теперь все покупаете в комплекте двух, да? Типа, если... Смартов 4. Если... А, Если фланкеров, то 5, если смартов, то 4, если фашек, то 2, и, в общем, планируете разыграть среди подписчиков один? не знаю, если честно. Была такая идея изначальная, но... Я просто сейчас в шутку сказал. Блин, а я не в шутку, мы же как-то Серьезно? построили Жигу и за какую-то вообще кучу денег и вложили туда кучу средств и Ну, души, Жигу и это времени. можно, да. Неважно, она вышла в 500 000 рублей. У меня была идея устроить в конце, когда мы сделаем тачку, устроить гонку. И я знаю, что у тебя есть Honda S2000, которую можно обклеить в розовый цвет. Обклеить розовый цвет. Помнишь, как в фильме там была тачка? Я помню, да. Вот, и Просто мне- когда я покрасила голову, то случайно в розовый, ну вернее упала головой в антифриз. Все мне сказали, о, ну все, приедешь с командировки, Honda розовый будет. Не, ну можем угореть, давай, а потом ее расклеим. конечно, сделать ее именно стилизовать полностью под фильм. И в конце Давай, устроить а две я такие... голову красить до этого момента не буду обратно. Отлично. Кулачок. Все, забились. В общем, Мань, спасибо тебе большое, что провела тут мини-экскурсию, дала нам важную запчасть, которую мы обязательно воплотим в нашей тачке. Ну и ждем розовую Хонду. Спасибо большое. Все, подписывайтесь на Маню. А я ссылочку и на Кабу, и на всех там, короче, подписывайтесь. А мы поехали дальше разбирать салон. На следующий день к нам приехал Кирилл, он решил поддержать наш проект и помочь с перешивкой салона. Он как раз-таки, собственно, им и занимается. Мы обсудили все детали для того, чтобы сделать именно так, как это было в фильме. Первое, давай, вот у нас лежат дверные карты. Здесь я покажу момент один. Как помнишь, я тебе рассказывал, что весь салон у них синий. Серо-синий. Ну, серо-синий. Это задний диван. А дверные карты красные. Вот я не понял вот этого прикола. Но давай все-таки, наверное, делать не красных, потому что они реально под весь салон не подходят. А сделаем их просто синие, грубо говоря, из такой же ткани, как это есть. Соответственно, задний диван. Давай перейдем туда к заднему. То есть, получается, у нас какая текстура идет? Вот это у нас ровно, как в принципе сшит диван. У нас идет синяя. Вот это Это прямо шьем тоже синее, получается. да. А вот это вот так вот. Часть серая. А вот так шьем синее. Короче, вот этот телевизор, ну видишь, он направлен в сторону, соответственно, водителя, где он должен сидеть изначально. Мы на 3D принтере сделаем обратно, ну то есть перевернем ее, и она будет смотреть в эту сторону. Но нужно как? Я думаю, что ее проще вот так выпилить, грубо говоря, и интегрировать. Понимаешь? Потому что здесь все равно вот будет... эту часть менять будете. Этот останется такой же. По сути, Нет, торпеда поменялась. да. Поэтому мы ее полностью перевернем, и, соответственно, этот угол будет вот здесь. Как-то Блин, вот так. эта вот штука точно нужна. Мы завтра поедем, отпечатаем ее и привезем уже готово. Окей. Вот. То есть, чтобы ее ставить. И я думаю, что ее как раз-таки, она по фильму была вот эта штука синяя. Но вопрос, как это сделать. То есть, мне кажется, что тут надо проще... Ты хочешь тоже перетянуть? А? Ты хочешь тоже перетянуть? Или что Смотри. ее проще покрасить? Потому что у него по фильму все покрашено, вот эти датчики, где стоят. Понятное дело, да. Но прикол вот в чем. Мы сможем сделать так, чтобы это как родная вставала. Да, что нет? Да? Тогда вопросов нет. Это надо отложить аккуратно.
В этот же вечер мы загрузили весь салон Кириллу для того, чтобы он мог уже начать переделывать его. Ну а на следующий день мы отправились в компанию Tuning Stars для того, чтобы начать примерять тот обвес, которого я так долго ждал. Спасибо большое компании Tuning Stars за то, что сразу же взяли за эту тачку, они ее намыли, там вообще прям все оттерли, все сделали круто, и мы приступили к разбору. Ребят, не обращайте внимания на зазоры. Дело в том, что мы сейчас просто прикинули его для того, чтобы понять, что нам нужно сделать дальше. Вообще, процесс подгонки обвеса, он занимает довольно-таки долгий период. Собственно, чем будут ребята и заниматься. Но могу сказать одно. Тачка выглядит уже круто, и выглядит она как в фильме. Ну что я могу вам сказать? У меня сейчас Гриха попросил, говорит, ну расскажи какие-нибудь эмоции от того, что мы сделали. Я думаю, вы сами прекрасно понимаете, что внутри все вот так бурлит, и я безумно счастлив, что вот такая тачка у нас есть. Сейчас мы оставляем ее у ребят. Я хочу уехать на некоторое время отсюда, вот, и не приезжать, наверное, может быть, даже до готового результата, потому что я уже увидел, как она выглядит. И следующее включение будет, наверное, уже когда сделаем до конца внешку. По-моему, получилось круто. Напишите в комментариях, нравится вам это или нет. Всем большое спасибо, что посмотрели эту серию до конца. Я очень надеюсь, что она вам понравилась. Честно, мы старались. Очень надеюсь, что вам понравился этот внешний вид. Но он, конечно же, не законченный, но в дальнейшем мы обязательно сделаем все по красоте. А чтобы это увидеть, вам нужно только подписаться на канал. А также вам нужно подписаться в Инстаграм и подписаться на наш Телеграм-канал. Ведь в Телеграм-канале мы запустили даже чат, и вы сможете мне написать, например, что я дурак или там что-то неправильно делаю. В общем, подписывайся на канал, скоро будут новые серии с этой тачкой. Ну а на этом все. Всех люблю, всех целую. Всем пока.